Ты сейчас в аду, но, возможно, даже не понимаешь этого. На каком уровне ада ты сейчас находишься? Каждый из нас хотя бы раз в жизни проходил через свой личный ад. А возможно, вы прямо сейчас действительно в нем находитесь. Что такое ад? Можно воспринять именно это метафорически. Это депрессия, потеря, кризисы. Тем не менее, каждый человек с этим сталкивается. Но 700 лет назад Данте Алигьери написал инструкцию по выходу из этого состояния. Целый путь к счастью. Произведение называется «Божественная комедия». И в этом видео мы с вами разберем эту инструкцию в 9 кругах. Целая методология. Можно по-разному интерпретировать, рассматривать, изучать это уникальное произведение. Но оно не просто так стало шедевром мировой литературы. На нем буквально стоит вся Европа. Данте Алигьери «Божественную комедию» как изучают в школах точно так же, как мы с вами изучаем, например, того же самого Пушкина. И, кстати, Пушкин очень сильно восхищался Данте Алигьери, что писал о нем суровый Дант, или же Иосиф Бродский, когда подражал ему, например, в стихотворении вспомню, «Прощальная ода» 63-го года. Написал он следующее: «Дантовому шагу вторя». В общем, не только вся Европа, но и также СНГ, у нас очень много смысла стоит именно на этом произведении. В любом случае, Запад победил Восток, и мир сейчас западоцентричный. Поэтому важно изучить это произведение, потому что суть со временем не меняется. Естественно, меняется какая-то информация, она может по-другому называться, но проблема со временем не меняется. Самое интересное, что Данте был непростым человеком, он не был бедным, это был влиятельный человек, жил тогда в центре мира. Тем не менее, он каким-то образом попал в депрессию. И это произведение помогло ему оттуда выбраться. И смысл этого произведения для того, чтобы прийти к определенному пути счастья, начиная от ада, доходя до рая. Произведение начинается следующим образом. «Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины». Перевод Лозинского. Что хочется сказать? Что в моменты любого кризиса нам непонятно, что делать. Мы теряем в какой-то степени уверенность, в какой-то степени план, в какой-то степени рассудок. Мы не знаем, что делать дальше. Мы находим в определенном состоянии неопределенности, когда старые действия, старые смыслы перестают работать, а новых еще нет. Это состояние сумрачного леса, как описывает Данте. А также дальше, после этого леса, Данте вступает в ад. Но перед этим мы должны с вами выяснить и разобрать, что за эти 9 кругов, потому что именно эти 9 кругов соответствуют определенным кризисным эго-состояниям. А также мы найдем решение именно в этом видео. Данте оказался в этом состоянии, встретился с 3 зверями, они описывают тоже определенное эго-состояние, а именно гордыня, алчность и похоть. Это то, что не позволило ему выбраться. И в этом страшном состоянии, когда надежда была утеряна практически, он встречает проводника. И это очень важный и ключевой этап, когда проводник внушает ему доверие и дарит надежду. Но он его предупреждает, что старыми путями решить проблему уже не получится. То есть старые пути уже не работают, тебе необходимо найти новую дорогу. А эта новая дорога включает в себя то, что ему необходимо пройти через ад. Ад включает в себя 9 кругов. Ему необходимо пройти каждый круг, не останавливаясь. Это очень важное правило. Сейчас мы с вами разберем каждый круг. Когда они вступили в путь, они увидели арку, некую дверку, вход, над которым написано: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Согласитесь, не совсем приятная надпись, потому что надежда — это
мой компас земной, как говорится в песне, это то, что позволяет человеку продвигаться, позволяет человеку двигаться, позволяет человеку в принципе жить. Потому что когда умирает надежда, умирает сам человек. И здесь на входе ада написано: «Оставь эту надежду, друг мой». Представляете? Но Вергилий, проводник, ему сказал: «Доверься мне, иди за мной, и я буду тебе помогать». С такими смыслами они двинулись в путь. И в первый момент кого они видят? Они видят существа, людей, там ангелов. Смотрите, мы не будем сейчас разбирать произведение с точки зрения теологии, истории. Нам важна именно психологическая суть, для того, чтобы вы смогли забрать оттуда прикладные практические смыслы, для того, чтобы вы могли применить их в своей жизни и решить проблемы в своих собственных кризисах. Тем не менее, потому что с точки зрения теологии, например, с точки зрения христианства, Люцифер — падший ангел. С точки зрения ислама, Люцифер — это не падший ангел, это существо, сделанное из огня. Поэтому в теологию мы не лезем, еще раз говорю. И в этом моменте, когда они еще в ад не зашли, там есть ангелы, которые не заняли ничью сторону, ни сторону Бога, ни сторону Люцифера. И именно вот эти существа, они находятся не в раю, не в аду, они не удостоились ничего, поэтому Данте смотрел на них, и ему их было как-то жалко. Но это были существа, которые, в принципе, не заняли ничью сторону. Они не удостоились такой награды. Поэтому очень важно всегда занимать хоть какую-то сторону. Что происходит дальше? Они вступают в ад. Первый круг ада включает в себя лимб. Что такое лимб? Это самая, по сути, light, легкая версия. В произведении оно выглядит следующим образом. Это то место, где теряется абсолютный смысл. Там заключены те люди, которые при жизни не смогли, не жили там во время Христа. Данте заключил их в это состояние, которые не смогли там, не успели креститься. Тем не менее, это те люди, у которых нет смысла, и они мучаются, потому что у них абсолютное уныние, потому что до них не доходит вот это божественное тепло, божественный смысл. Они вроде бы могли жить хоть какую-то там благую жизнь, тем не менее они не уверовали, поэтому находятся именно в этом круге. Как это можно приложить в наши смыслы? Это тот самый круг, когда у человека нету смыслов. То есть у него что-то в жизни такое произошло, либо человек потерял работу, либо расстался с человеком, либо потерял какого-то близкого человека дорогого. То есть произошло какое-то обстоятельство, которое перевернуло все с ног на голову. Либо человек достиг какую-то долгую цель, а дальше не знает, чем себя занять. Это, знаете, есть такой девиз артиллеристов: ничто так не уничтожает цель, как попадание в нее. То есть это может быть все, что угодно, что забирает смысл. В этом состоянии человек не знает абсолютно, чем себя занять, не понимает, куда двигаться, что делать. Вот можно сказать, что это абсолютная потеря смысла. Какое решение? Необходимо найти желание, необходимо найти смысл двигаться дальше. Все это по Виктору Франклу. Необходимо найти смысл. Если будет смысл, самое главное, решение дальше уже будет продвигаться. То есть смысл именно рождает. Желания рождают желание жить. Поэтому первое, всегда первично нужно найти, что хотеть. Второй круг — это похоть, зависимость от желания. В нашей жизни это отражается следующим образом, когда мы находимся в таком неком состоянии, когда мы можем получить удовольствие от сиюминутных каких-то утех. То есть мы всегда вступаем в какие-то случайные связи, мы всегда ищем какое-то быстрое желание насладиться. Какое решение выхода из этого состояния? Понять, что счастье не лежит в вечном потреблении, в сиюминутном удовольствии. Необходимо найти более широкие внутренние мотивы для того, чтобы налаживать именно контакт с реальностью, налаживать правильные, долгие отношения с людьми. Необходимы более большие, такие некие, знаете, выстроить какую-то некую стабильность в своей жизни, для того, чтобы не прыгать направо-налево от удовольствия к удовольствию. Потому что в этом круге может произойти следующее, что в какой-то момент произойдет тотальное разочарование. Это даже вот эти 7-минутные удовольствия перестанут приносить вам удовольствие. И вы будете очень сильно страдать. Где-то чувство вины, где-то нарушение ожидания, реальность и нарушение и потеря вообще всего, что у вас есть
в жизни, потому что самое ценное — это не то, что мы можем получить очень быстро, а то, что можно получить именно стабильно, дисциплинированно выстраивая. Следующий круг — это круг чревоугодия. Это жажда избыточного. То есть человек совершает некий побег именно, знаете, в избыток. Например, в переедание. То есть это такое место, где человек начинает очень-очень много есть. То есть это очень, знаете, сейчас, наверное, очень актуальна такая тоже большая проблема, когда человек переедает очень много еды, ест гораздо больше, чем он хочет, и ест ради, знаете, для того, чтобы пополнить свое состояние, для того, чтобы ощутить, получить какой-то некий дофамин. Может есть ради этого, пить и так далее. То есть это некое такое состояние обжорства. Какое решение из этого выхода? Решение, какое решение для того, чтобы выйти из этого состояния, а именно, знаете, научиться быть умеренным, научиться радоваться малому. Такая некая, знаете, диета, получать удовольствие. То есть от каких-то других вещей помимо еды. То есть когда у нас насыщенная, яркая жизнь, мы не бежим в переедание, потому что это просто побег. Следующий круг — это жадность, это большая привязанность к материальному, это скупость, когда человек постоянно бегает за золотым тельцом, за деньгами, за состоянием. То есть его смысл превращается просто в зарабатывание денег. Будь это там ростовщики, будь это там просто предприниматели, либо люди, которые постоянно думают и бегают только за материальными благами. Деньги, 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 деньги. Как говорится, бабки, 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 еще раз бабки. И смысл этих людей превращается просто в поклонение деньгам. Деньги ради денег. В конечном итоге этот смысл просто будет утерян, потому что есть такие моменты, как кризисы, во-вторых, на деньги счастье не купишь и так далее. Я знаю очень большое количество предпринимателей, которые в определенный момент своей жизни теряют смысл от заработка, потому что им просто больше не интересно, потому что самого главного у них нет, а именно покоя, такого внутреннего счастья, состояния, потому что деньгами это не купишь. Какое решение? Открываться к духовному. Это непросто. Открываться к тонким смыслам. Это непросто. Тем не менее, необходимо это сделать. Да, весь маркетинг, весь мир нас постоянно толкает к смыслам, то, что самое главное — это брюлики, зарабатывать, успешный успех. Тем не менее, надо суметь найти для себя очень большие духовные смыслы. Следующий круг — это гнев. Это состояние некого такого внутреннего конфликта. Причем гнев, знаете, не когда мы бежим все раздирать, а когда он вспыхивает у нас, и у нас есть постоянно чувство такое, знаете, несправедливости. Мы находимся в состоянии критика, когда мы смотрим на другого человека, постоянно раздражаемся, придираемся, мы на себя где-то обижаемся. То есть это состояние, когда этот гнев, он постоянно проецируется на что-либо. То есть иногда он может даже до действий конкретных не доходить с точки зрения рукоприкладства или еще что-то, но вызывает постоянно низкое состояние окружающих, то, что мы можем портить отношения с людьми, с собой. У нас постоянно такое подавленное состояние. Это состояние, когда мы видим постоянно какую-то несправедливость, там какие-то проблемы в государстве, коррупция и так далее. Я думаю, вы таких людей встречали. Что с этим делать? Что с этим делать? Необходимо смотреть, контролировать свое состояние. Да, это не просто, нас очень многие вещи могут провоцировать, так или иначе, но важно понять, где ваши желания, где вы действительно можете повлиять на ситуацию, что на других людей очень часто вы не можете повлиять на себя и на свою реакцию. Необходимо уметь отстраивать, понимать свои личные границы, где они заканчиваются, а где начинаются границы другого человека, потому что, когда мы постоянно гневаемся, на это уходит очень большое количество ресурсов. Поэтому необходимо учиться контролировать, смотреть на себя со стороны и понимать, что ваши ресурсы должны оставаться у вас. Отделитесь им только тогда, когда есть в этом необходимость на вас. И это действительно может являться продуктивным. Следующий круг — это круг еретиков. Отказ от истины. Да, действительно, это очень спорный круг, где мы можем понять, где истина действительно объективна. Тем не менее, можно сказать следующее, что это то состояние, в котором человек может находиться в явном заблуждении или в явной иллюзии. Какая-то некая иллюзия, в которую человек поверил и начинает, например,
носить шапочку из фольги, верить в какую-то безумную теорию заговора. И в какой-то степени человек становится маргиналом, то есть маргинализированным, когда общество начинает от него отказываются близкие, знакомые, никто с ним не хочет общаться. В конечном итоге человек становится там, а если бы раньше его сожгли на костре, то сейчас просто его либо в психушку упекут, либо вообще просто он будет где-то на затворках общества. Не самое хорошее состояние, человек будет находиться в несчастье, потому что человек может быть счастливым только в обществе. Да, вы имеете право на мнение, да, вы имеете право на какую-то истину. Действительно, это так. Тем не менее, необходимо искать золотую середину, необходимо взращивать в себе критическое мышление, соотносить мнение других людей, то, что происходит, свое мнение, учитывать его и искать истину где-то посередине. Таким образом, вы не попадете в этот круг, не будете в явном заблуждении, в явной иллюзии, поэтому решение по выходу из этого состояния таково. Следующий круг– это круг насилия, насильников, разрушения. Он похож на круг гневливых, но этот круг опаснее. Почему опаснее? Потому что в этом круге находятся явные тираны. Те люди, которые в долгосрочной перспективе, не только в моменте вспыхивают, а в долгосрочной перспективе могут наносить вред людям. Да, действительно, сразу в голову могут прийти какие-нибудь диктаторы, каких-нибудь авторитарных режимов. Тем не менее, у каждого человека есть свои опасства. Например, человек находится начальником, у него есть люди в подчинении, либо человек является главой семьи, есть люди, за которые он ответственен. В любом случае, вы можете быть таким же тираном уже только среди своего ближайшего круга. При этом насилие бывает, как вы помните, не только прямое физическое воздействие, еще бывает психологическое насилие. Это тоже нужно учитывать. Как выбраться из этого состояния? Необходимо также, как и в круге гневливых, уметь контролировать свое отношение, уметь контролировать свой гнев, понятно. Но очень часто в этом кругу это те люди, которые даже этого могут не осознавать. И здесь важно идти в некую такую, знаете, уязвимость. Что такое уязвимость? Это тогда, когда вы действительно можете обнажить свои боли, свои травмы людям. Бывает, у человека там в круг гневливых попадают именно нарциссы, которые когда-то получили травму, сейчас для того, чтобы получить любовь, пытаются постоянно причинять боль людям другим. Поэтому очень важно научиться этим людям в первую очередь любить самого себя, а также потом научить любить других людей. И это болезненное состояние, потому что в этом состоянии вы можете очень много боли людям другим предоставить. Очень важно научиться выходить из этого состояния. Следующий круг – это обман, круг лицемеров. Почему он находится так внизу, практически внизу ада? Я объясню. Потому что когда у тебя есть явный враг, ты точно знаешь, что от него ожидать. И ты даже хоть как-то его уважаешь, потому что он свою позицию проявляет. И вместе с ним ты можешь уже как-то договориться, выяснить, вступить в какие-то дебаты, либо вступить в бой. А с лицемерами ты в такой бой не вступишь, потому что они могут быть рядом с тобой и улыбаться, быть другом, но за спиной они могут иметь совершенно противоположное мнение о тебе. Решение по выходу из лицемерия именно поиск искренности, стараться, чтобы наше действие, оно было искренним, наша помощь, благотворительность, наши дела, поступки. В первую очередь необходимо не врать самому себе. Если вы не врете самому себе, то это уже большой путь по пути к истине. А дальше уже решение за вами. И самый последний круг – это круг предателей. Это отказ от высших ценностей. В этом кругу томится сам Люцифер, Иблис, Баал, называйте его как хотите, но это самый нижний круг. Это замерзшее озеро, если смотреть именно по Данте. Почему именно предательство? Потому что своим предательством оно очень близко к лицемерию, но предательство оно уже, когда приходит в такое состояние, когда вы можете лишить другого человека жизни, будь то Брут, будь то Иуда, когда вы предаете какую-то очень значимую личность, можете поменять вообще ход истории, стать таким, знаете, очень плохим началом для очень большого зла. В том числе и Люцифер стал таким признаком и началом большого-большого зла. Поэтому предательство – это самое последнее, потому что люди вам могут довериться, доверить вам свою жизнь, душу,
проблемы, задачи, и вы в какой-то момент времени вы предаете, можете человека разбить, лишить жизни и так далее. Поэтому очень важно быть верными людьми, иметь высшие ценности, понимать, что мир, он нематериален, что мир гораздо больше, чем мы о нем думаем. И это, ребята, были 9 кругов ада, 9 кризисных состояний и решений. Сейчас я кратко срезюмирую конкретные методологии, как из него выйти, как вообще выйти из кризиса и так далее. Хочу вернуться к первой песне Данте, когда он находился в очень тяжком состоянии, когда он потерял путь, когда ему преградили путь к высоте, к горе, где должен появиться просвет, 3 зверя. Этот человек находится в полном состоянии оцепенения, в полном состоянии страха, и здесь он видит чей-то а, силуэт. Пока к долине я свергался темный, какой-то муж явился предо мной, от долгого безмолвия, словно томный, его узрев среди пустыни той, «Спаси!» — возвал я голосом унылым, «Будь призрак ты, будь человек живой». То есть он находился в таком тяжком состоянии, что он просто попросил помощи. То есть, понимаете, он не знает, кто там, как он, с каким он идет намерением, он просто попросил помощи о нем. И здесь он адресует ему ответ, то есть Вергилий ему отвечает после этого: «Ты мой учитель, мой пример любимый, лишь ты один в наследие мне вручил прекрасный слог везде превозносимый. Смотри, как этот зверь меня стеснил, о вещий муж, приди мне на подмогу, я трепещу до сокровенных жил». То есть здесь он просит его о помощи. Соответственно, ребята, как это отражается, если все резюмировать, мы даже, если не брать даже вот этих 9 кругов, если вы находитесь в состоянии кризиса, первое, что необходимо признать, что вы в этом кризисе находитесь. Когда вы признаете, что вы находитесь в кризисе, вы можете начать из этого кризиса выходить. Вы можете идти к решению. Тогда, когда вы не признаете, что вы находитесь в кризисе, не признаете свои проблемы, не признаете свои страхи, вы очень похожи на страуса, который прячет голову. И здесь самое будет ужасное — этого просто не замечать. Любой алкоголик, любой зависимый человек, который хочет избавиться от своей зависимости, в первую очередь решение стоит в плоскости его признания. И здесь тоже мы видим, как Данте признается в своей проблеме. После этого, что необходимо сделать? После того, как вы признались в своей проблеме, да, действительно нужно осознать. Второе, где вы находитесь. Первое, это вы признаете свою проблему. Второе, вы осознаете, где вы находитесь. В данном случае вы можете определить, на каком уровне ада вы находитесь действительно. После того, как вы признались, определили уровень того, на каком состоянии, на каком этапе вы находитесь, следующее, что необходимо сделать, это взять ответственность на себя. То есть это не перекладывать ответственность на какие-то чужие обстоятельства, что там тот виноват, потому что это очень непродуктивное состояние. В таком состоянии вы в этом аду точно застрянете. После того, как вы, первое, признали, второе, определили, на каком уровне вы находитесь, третье, взяли на себя ответственность, четвертое, необходимо найти проводника. И мы видим, как Данте, сделав эти первых 3 шага, когда он уже отчаялся, когда он понял, что он попал в западню, он попросил о помощи. И проводник тут как тут, знаете, учитель приходит тогда, когда готов ученик. Проводник в данном вашем случае это может быть наставник, учитель, какой-то близкий человек, друг иногда, возможно, коуч или психолог. То есть тот человек, который поможет вам выбраться из вашего тяжелого состояния. И следующее, уже последнее, это двигаться и никогда не останавливаться. Вергилий об этом также будет говорить Данте, что в аду нельзя
останавливаться. И от песни к песне, от круга к кругу он каждый раз будет дергать Данте за руку и говорить: нам нельзя здесь оставаться. Потому что если вы застрянете, если вы остановитесь, то вы в этом аду и останетесь. Поэтому, дорогие друзья, после того, как вы признали проблему, нашли проводника, следующее: нельзя никогда останавливаться. Если вы сейчас находитесь в кризисе, либо ваш друг, обязательно поделитесь с этим видео, потому что самое важное: в аду нельзя оставаться. Обязательно подписывайтесь, оставляйте комментарии, на каком уровне вы сейчас находитесь, напишите свой инсайт, мысль, отправьте другу, знакомому, кто находится в таком сложном, непростом состоянии. Подписывайтесь на канал. Я думаю, скоро наша рубрика «Коуч объясняет» будет расти, развиваться. И, конечно, до скорых встреч.